все привыкли, что к врачу надо обращаться в тот момент, когда что-то заболит. У нас даже специальность называлась до недавнего времени невропатология, то есть патология, что-то не так. Вот. А в последнее время и позиция государства изменилась в сторону профилактической медицины. Нас даже переименовали, мы теперь не невропатологи, мы теперь неврологи. Вот. Поэтому очень интересно обращаться к врачу для профилактики заболеваний. Если ты хочешь прожить долгую, безболезненную, счастливую жизнь, и чтобы ты жил и увидел не только своих внуков, но и правнуков, то нужно позаботиться о своем здоровье сейчас. У организма, у него нет связи с нашим сознанием в виде букв или, там, например, напечатанного какого-то текста, да, как мы с вами привыкли. У организма свои симптомы, свой язык, свои знаки общения с нашим сознанием. Вот один из знаков – это боль. Ну, другие знаки – это анализы, да, которые вы привыкли очень часто сдавать. А, к сожалению, зачастую организм может обратиться к нашему сознанию только одним симптомом – болью. И причем этот симптом может быть одним и тем же, одно и то же слово. У меня болит, ну, возьмем, давайте, голова. У меня болит голова, а это может быть симптомов 3000 заболеваний. Потому что вот как разобраться с этим? Стоит ли идти к врачу? Есть расхожее мнение. Если болит голова, да, то это нормально. Есть даже такой старый анекдот, что если ты проснулся после 40 лет, у тебя ничего не болит, значит ты умер. Да? Нет, головные боли – это признак какого-то неблагополучия в организме. И какие-то проблемы, которые возникают, причиной головной боли, могут быть не влияющие на продолжительность жизни. Ну, например, тревожность, неврозоподобные состояния, астенический синдром, усталость, если вы давно не были в отпуске или у вас маленький ребенок, вы не высыпаетесь и носите свою лялечку долго на руках, может от этого развиваться и усталость, и головные боли. Это не влияет на продолжительность жизни, а могут быть симптомы очень важные. Почему у каждого врача на столе тонометр? Дело в том, что мы очень часто измеряем артериальное давление. Одним из важнейших заболеваний, о которых может говорить головная боль, это подъем артериального давления. Но точно так же голове не нравится, когда оно и низкое. Поэтому, если фиксируется высокое артериальное давление, это требует, безусловно, диагностики. Почему? Только ли это признак усталости, или вы едите больше 6 грамм соли в сутки, больше, чем японцы употребляете соли, потому у вас задерживается жидкость в организме, болит голова, поднимается артериальное давление. Или это симптом какого-то другого заболевания, когда нужно как раз вот сдавать любимые анализы. Вот, в этом случае, конечно же, очень необходимо самому не запускать вот эту проблему, как мы говорим, не дожидаться инсульта, вот, потому что инсульт и молодеет, а обращаться к врачу, потому что только в разговоре мы можем в вопросе, мы можем, доктора, понять, что же явилось причиной вашего недуга. Причем самое интересное, вот эти вот разговоры, они очень сложные для врача и для пациента, вот о головной боли. Почему? Потому что врач не может потрогать руками вот эту головную боль. Это что-то неосязаемое. А получается, врач лечит ваш рассказ. Как вы хорошо расскажете о головной боли, так, собственно, будет поставлен и диагноз, будут сделаны выводы, даны вам рекомендации. Поэтому, если у вас болит голова, есть стандартная рекомендация Всемирного общества головной боли: пишите дневник головной боли. Когда заболела голова, что было причиной и какое артериальное давление вы измерили себе. Причем, обратите внимание, на моем столе сейчас механический тонометр. У меня достаточно денег, чтобы купить себе и напульсный, и локтевой, и у клиники, где я работаю, тоже достаточно денег, чтобы купить врачу электронный. Но мы все традиционно пользуемся механическими тонометрами. Вот из вот эта вот система Короткова, потому что они не дают ложных результатов, только зависит от вашего слуха. Поэтому, если у вас электронный дома, конечно, он удобен. Я одел сюда, нажал кнопку, получил цифру. Но дело в том, что часть
пациентов приходят, например, с головной болью и говорят: Павел Владимирович, у меня болит голова. Первый мой вопрос: а давление у тебя, голубчик, какое? Да, или голубушка? Она говорит: нормальное, 120, да, то есть ниже нормы. Норма общечеловеческая 130 и 90, 131 уже патология, 91 патология. Давление у меня нормальное на протяжении всей жизни, вот я измеряю 5 раз в неделю. Измеряем давление на 160. Говорит мне пациентка, говорит: нет, такого быть не может. Выясняем, почему. Автомат. Поэтому автомат, датчики несовершенны, и эти роботы замеряют не ту цифру, пациент делает неправильный вывод. Слава богу, что если он быстро обратился к доктору, мы поймали, что всего лишь навсего тонометр был виноват. И, может быть, мы схватим вот эту болезнь в первый момент, вот ее, когда она вот только-только появлялась. И тогда мы дадим молодой женщине, молодому мужчине, дадим плюс 15 лет жизни дополнительно, потому что мы его гипертонию скоррегируем. Поэтому вот головная боль, чем она еще может быть проявляться? Вторая по частоте причина – мигрень. Мигрень, если вот часть головных болей, это может быть спазм сосудов, да, на фоне гипертонического криза системного, высокого давления во всем организме, то мигрень – это, наоборот, расширение, парализация сосудов на какое-то время, от нескольких часов до 3 суток, а когда человеку очень плохо. Вот с мигренью тоже можно бороться. Есть профилактические рекомендации, как себя вести, что кушать, чтобы не было мигрени. Какое профилактическое лечение, чтобы приступы были не там каждый месяц, например, а раз в 3 года? Все равно эту мигрень не вылечишь. Самое главное – достичь ремиссии. Ремиссия может быть 3 месяца, полгода, а может быть 7 лет. Так, естественно, лучше пусть голова болит раз в 7 лет, чем каждый месяц. Вот, эти профилактические моменты тоже есть. Ну и лечение самих приступов, конечно же, есть определенные методики. Почему все врачи по-разному говорят о головной боли? Почему назначаются совершенно разные лекарства? Почему вот вы приходите в аптеку, и в зависимости от врача, кто вам посоветовал, будет совершенно разное название медикаментов, разная схема, разное название, разная стоимость, все разное. Кому же верить? Здесь нужно подходить к медицине с точки зрения доказательности. До нас, вот, до лично меня, да, Старикова Павла Владимировича, все уже найдено, обследовано. Существует исследование с высокой степенью достоверностью. Это называется высокая степень в медицине. Это рандомизированные, плацебо-контролируемые, двойные слепые исследования, а лучше их метаанализ, где участвуют десятки, а то и сотни тысяч пациентов. И на любой вопрос там уже найдены ответы на десятках тысяч пациентов. Поэтому, если мы говорим «мне так кажется», степень достоверности вот этого лечения, этого постановки диагноза очень низкая. По европейской номенклатуре это доказательность уровня С. А если я говорю, что я действую на основании рандомизированных клинических исследований, двойных слепых плацебо-контролируемых, то это степень доказательности А. То есть первая буква в алфавите очень высокая. Поэтому лучше, конечно же, слушать доктора, который вам будет отталкиваться свои решения, свои назначения, постановку диагноза, опираясь на позицию доказательной медицины, то есть то, что в мире уже найдено, поставлено точкой. Поэтому по вот той же мигрени существует международная классификация, международные рекомендации, где сказано, как, что поэтапно делать. Поэтому с этой болезнью быстрее гораздо справишься, если доктор использует международные критерии. Вот, но это головной боли, как я вам сказал, она симптом 3000 различных состояний. Мы с вами рассмотрели только 2. Это гипертоническая болезнь, спазм, и мигрень, наоборот, парализация сосудов. Есть другой вариант. Давайте я вам скажу, самый частый, это 3-й, будет по частоте вариант головных болей. Мы, наверное, рассмотрим их 4 варианта только. Самый частый – это осложнение приема какого бы ни было препарата. Когда вам врач назначил какие-то таблетки, вы их принимаете, да? И у вас появляется какой-то симптом.
Их много, ну, в том числе головная боль. Посмотрите инструкцию к препарату. Может быть, там написано, что головная боль. Если препарат не жизненно необходим, может быть, его отменить, может быть, его заменить, уменьшить дозу, пропустить прием, если это согласовано с доктором, да, потому что не все можно препараты отменять. Если это так, если вы поймали, то, может быть, решение проблемы будет буквально через 1-2 недели вы избавитесь от головной боли. Четвертая причина – тревожно-депрессивные состояния. Отдельная тема, долгая, но она существует. По данным разных авторов тревожно-депрессивных состояний среди популяции всего земного шара и тоже в России, от 75 до 85% населения есть тревожные расстройства. Они есть у всех. Есть тревога физиологическая, нормальная. Ну, например, у меня ребенок поступает в институт. Я беспокоюсь, в какой же институт, хватит ли ему баллов, не придется ли ему учить платно, а в какое общежитие он попадет. Это тревожное состояние. Оно обусловлено. Сейчас у меня поступит ребенок, и я сразу же успокоюсь, все хорошо будет. А если причин вокруг нету, все здорово, а у меня все равно есть тревога. Вот это уже патология, которая не нужна, и с ней надо как-то справляться. Методом ли психотерапии, методом ли физических упражнений, диеты, йогой, или, может быть, это будет какая-то коррекция. Вот. Ну вот я думаю, что 4 из 3000, я думаю, на первый раз, я думаю, что хватит, потому что можно говорить бесконечно, как вы сами понимаете, о головной боли.